Выращивание картофеля. Полная технология в одном видео. Средний урожай картофеля в обычных хозяйствах составляет около 150 кг со 100 квадратных метров. Мы собираем в сотки 400-600 кг клубней. Зная и соблюдая основные правила, даже начинающий огородник способен вырастить минимум 400 кг. Из этого видео вы узнаете эти ключевые знания, нашу технологию выращивания картофеля. Процесс выращивания мы условно разделим на 7 этапов. Если вы захотите узнать лишь что-то определенное и не хотите смотреть видеоролик полностью, просто кликните в описании под видео нужный вам момент. Этап 1. Выбираем и подготавливаем участок осенью. Сначала выбираем для картофеля подходящий участок. Чтобы предотвратить накопление в почве вредителей и болезней, мы соблюдаем севооборот. Поэтому мы выращиваем картофель каждый год на новом месте. И высаживаем клубни на том же самом участке не раньше, чем через 2 года. Затем вносим органические удобрения под перекопку. Мы мульчируем огород сеном. За лето трава почти полностью перепревает и насыщает почву органическими удобрениями. Поэтому осенью нам остается просто перекопать участок. Так мы перемешиваем слои почвы. И попутно заделываем остатки сена, оставшиеся после летнего мульчирования, чтобы они тоже перепрели. Если мы не мульчировали огород летом, вносим перепревший коровий навоз и компост из собственного приготовления. Этап 2. Подготавливаем участок весной. Сначала вносим минеральные удобрения. Мы применяем комплексное удобрение нитромофоску. В ней есть азот, фосфор и калий. Вносим нитромофоску из расчета 2-3 кг удобрения на каждые 100 квадратных метров участка. Затем барануем. Для заделки удобрений в почву и закрытия влаги мы обрабатываем участок граблями. И делаем это весной сразу, как только земля разморозилась и достаточно подсохла, чтобы не прилипать к инструментам. По грязи обрабатывать нельзя. Это уничтожит структуру почвы. Этап 3. Подготавливаем посадочный материал. Сначала считаем, сколько клубней нам нужно на посадку. На 100 квадратных метров нужно выбрать около 500-600 картофельных клубней. Поэтому считаем, исходя из будущей ширины междурядий и расстояния между клубнями в ряду. У нас ширина междурядий 80 см, расстояние между клубнями в ряду 20-25 см. Меньше для ранних сортов, больше для поздних сортов. Затем выбираем в хранилище лучший посадочный картофель. Чтобы точно хватило клубней для посадки, мы считаем на 20-100% больше, чем нужно. Дело в том, что в теплые зимы картофель начинает прорастать уже в погребе. Для дальнейшего проращивания выбираем клубни только с полноценными ростками. Изросший картофель с нитевидными побегами оставляем для еды. Для посадки он непригоден. Если качество ростков хорошо видно уже в хранилище, выбираем количество клубней с запасом всего 20%. Конечно, это с учетом разрезания крупных картофелин и обрезания верхушек у клубней без ростков в нижней части. Если ростков еще совсем не видно, считаем запас в 100%. Так бывает при низких температурах в хранилище после холодной зимы. Далее проращиваем. За пару недель до посадки выбранные клубни заносим на неотапливаемую веранду с температурой не меньше 7-8 градусов Цельсия. Раскладываем в один слой на полу в деревянных ящиках. Накрываем мешковиной в 2-4 слоя, чтобы создать оптимальные условия для прорастания. Мы не проращиваем картофель на свету, чтобы избежать потерь. Непроросший картофель пригоден в пищу, а на свету он позеленеет и станет ядовитым из-за образования солонина. И тогда его придется выбросить. И не проращиваем с увлажнением, чтобы избежать образования корней до посадки. Ведь при посадке нежные корни будут повреждаться. Это раны, открытые ворота для заболевания клубней. Затем выбраковываем и разрезаем. После этой операции получаются 3 основных фракции клубней. Первая – посадочный картофель. Это целые клубни, половинки и верхушки, и немного мелких с отличными ростками. Вторая – обрезки и клубни без ростков, пригодные в еду. Третья – клубни больные, гнилые, не подходящие ни для еды, ни для посадки, идут в мусор. Далее подсушиваем разрезанные клубни для рубцевания срезов. Подсушиваем разрезанные клубни 2-3 дня на свету, с срезами вверх и без накрывания мешковиной. На срезах образуется тонкий и прочный защитный слой. Последняя подготовительная операция – протравливание. Опрыскиваем клубни для защиты от вредителей и болезней. Мы обрабатываем системным препаратом, который полностью разрушается до созревания урожая.
Если в вашей местности не водится колорадский жук и картофель не болеет, эта операция лишняя. Этап 4. Высаживаем посадочный материал. Если нужно, заранее увлажняем органические удобрения. За 1-2 дня до посадки слишком сухой перепревший навоз или компост тщательно поливаем. Если не успели полить до посадки, обязательно поливаем органические удобрения в канавках, прежде чем засыпать их землей. При необходимости поливаем и участок. Засушливой весной мы также обязательно поливаем почву перед посадкой картофеля. Дружные всходы получаются только во влажной земле. Если с влажностью почвы порядок, сразу размечаем участок. Отмечаем на земле начало рядов через 80 см. Картофель светолюбив и должен хорошо освещаться солнцем в течение всего светового дня. Поэтому ряды располагаем с юга на север. Соответственно, метки располагаются с южной и северной стороны. Отступ от края участка до ряда делаем не меньше 40 см. Чтобы не затоптать разметку, ставим временные палочки-маркеры. Мы обязательно используем колья и шнур. Это значительно упрощает весь уход за картофелем, начиная от посадки и вплоть до перекапывания участка после уборки урожая. Далее подготавливаем древесную золу к внесению. На 100 квадратных метров отмеряем около 1 10-литрового ведра золы. Просеиваем, чтобы убрать угли и лишние включения. Затем перемешиваем древесный пепел с водой для получения тяжелой сыпучей массы. Без этой операции зола слишком пыльная, и даже при слабом ветре с ней трудно работать. Затем копаем канавки и измельчаем почву. Чтобы измельчить почву, копаем, захватывая пласты земли толщиной до 5 см. Если захватывать больше, труднее копать, и получаются слишком большие комки почвы, которые при засыпании ломают ростки. Но канавы выравниваем периодическими продольными движениями лопаты. Ровнее дно, дружнее всходы. После этого вносим минеральное удобрение. Сыпем на дно каждой канавки по всей длине немного нитроамофоски. Из расчета 1 кг удобрения на 100 квадратных метров. Это примерно полстакана на каждые 10 метров ряда. С этой подкормкой картофель дотянется корнями до питательных веществ даже в самом начале роста. Далее смешиваем минеральное удобрение с почвой. Для этого слегка рыхлим землю на дне канавок. Так мы перемешиваем нитроамофоску с почвой, чтобы не обжечь концентрированным удобрением клубни и ростки, и одновременно получаем рыхлый слой земли. После этого высаживаем наш посадочный материал. Раскладываем клубни по всей длине канавок ближе к центру, через 20 см для раннего картофеля и через 25 см для поздних сортов. Клубни располагаем по возможности ростками вверх. После чего вносим подготовленную ранее древесную золу. Мы делим весь пепел на столько частей, сколько у нас размечено рядов. И равномерно рассыпаем каждую дозу золы прямо по клубням, уложенным на дне канавки. Дальше насыпаем органические удобрения. Наш участок уже удобрен органикой с осени. Но чем ближе к кустам, тем выше концентрация корней. Поэтому мы насыпаем органические удобрения и в канавки. Это перепревший навоз или компост. Органические удобрения легче почвы и поэтому меньше повреждают ростки. Мы почти засыпаем ими клубни и этим частично защищаем ростки перед последующим засыпанием почвой. Внимание! Если вы засыпете клубни сеном, а потом закопаете землей, картофель не взойдет. Если необходимо, защищаем от медведки. В случае заражения участка медведкой вносим средства от этого вредителя в канавки, прежде чем засыпать их землей. Дальше закапываем. Аккуратно засыпаем землей с помощью граблей. Сначала захватываем землю понемногу, чтобы случайно не сломать нежные картофельные ростки слишком объемными и тяжелыми порциями грунта. Над канавками формируем небольшой гребень с учетом оседания почвы при поливах. Потом слегка выравниваем гребни. Равняем гребни по длине рядов граблями. Одинаковый слой почвы над клубнями дает более дружные всходы. И в завершение посадки рыхлим междурядья. При посадке междурядья сильно утаптываются ногами, поэтому рыхлим, чтобы предотвратить образование в земле трещин и избежать потери влаги. Этап 5. Ухаживаем за картофелем. При появлении всходов защищаем от заморозков. Растения картофеля повреждаются при опускании температуры воздуха ниже 0 градусов Цельсия. Поврежденные растения болеют, задерживаются в росте, снижают урожайность. Поэтому внимательно следим за погодой.
И в случае заморозков защищаем картофель искусственными укрытиями или путем легкого окучивания. Затем своевременно окучиваем. Этот прием дает образование дополнительных корней и клубней. Окучиваем первый раз при высоте растений 8-10 см, второй раз при высоте 20-25 см. Перед окучиванием поливаем землю и по возможности подкармливаем древесной золой. Достаточно четверти или половины 10-литрового ведра на 100 квадратных метров. При неблагоприятных погодных условиях для первого окучивания мы окучиваем картофель полностью за один раз, но в любом случае всегда до начала цветения. Далее проводим мульчирование. Мы мульчируем картофель сеном так же, как и другие культуры. Это дает 4 пользы. Меньше потери влаги, не перегревается корневая система, нет сорняков, сено преет, удобряя землю органикой. И весь период выращивания регулярно поливаем. Примерно один раз в неделю, в отсутствие существенных дождей, мы проводим дождевание с помощью самостоятельно усовершенствованного разбрызгивателя. Норма для каждого полива 30-50 литров воды на квадратный метр. Если нужно, защищаем от вредителей и заболеваний. В нашем случае картофель обычно не болеет и нет колорадского жука, потому что мы тщательно готовим посадочный материал. Проволочник тоже под контролем, благодаря внесению древесной золы. Если же по каким-либо причинам вредители все равно появляются, быстро принимаем меры и применяем только препараты, которые успевают полностью разложиться до сбора урожая. Особенно это важно для раннего картофеля. Этап 6. Собираем урожай. Сначала выборочно копаем ранний картофель для еды летом. Клубни начинают образовываться в период цветения, но максимального размера достигают, когда желтеет и высыхает ботва. Между этими двумя периодами картофель аккуратно подкапываем и выбираем на еду. Или даже полностью выкапываем отдельные кусты. Затем полностью выкапываем ранний картофель и выбираем посадочный материал. К моменту массового пожелтения и высыхания ботвы по длине ряда в земле образуется практически сплошной волок из клубней. Сначала выкапываем ранний картофель, чтобы не оставлять его в земле, пока созреет поздняя картошка. Иначе клубни перегреются, сгниют или прорастут. Выкапываем и одновременно выбираем на посадку лучшие кусты. Критерий отбора семенного материала 8-20 средних и крупных клубней характерного для сорта размера, цвета и формы. А поздний картофель продолжаем регулярно поливать. Далее убираем поздний картофель и выбираем на посадку. Начинаем уборку клубней, когда ботва желтеет или высыхает. Копаем и сразу сортируем на 2 фракции – для еды и для посадки. Складываем ботву в кучи для высушивания. У картофеля большие тяжелые кусты. Если убираем урожай, когда ботва еще не совсем сухая, уносить ее с участка трудно, да и неудобно. Поэтому бросаем поблизости, где урожай выкопан, образуя небольшую кучу. С таким расчетом, чтобы обходиться без ходьбы. Кучи ботвы у нас получаются по всему участку и примерно через 2-4 метра друг от друга. Этап 7. Подготавливаем участок для других культур. Сначала убираем сухую ботву. Для этого перед осенней перекопкой полностью освобождаем участок от куч картофельной ботвы, оставшихся после сбора урожая. Высохшие кучи становятся легкими и не распадаются на части при уборке вилами. Ботва пригождается нам для укрывания на зиму грядки с чесноком. Укладываем также картофельные остатки в компост или сжигаем для получения древесной золы. При необходимости убираем лишнее сено. В конце весны, начале лета мы мульчируем картофель, да и все остальные грядки сеном. Поэтому после уборки в междурядах остается не полностью перепревшая трава. Это сено мы зарываем в землю при перекапывании участка. Но если травы осталось настолько много, что она даже мешает копать, выборочно убираем излишки граблями и вилами. Эти остатки мульчи компостируем, укрываем под зимние овощные грядки или оставляем в кучах для мульчирования в следующем году для непосленовых культур. Далее копаем междурядья старого участка под другие культуры. Причем осенью перекапываем вилами или лопатой только междурядье картофельного участка. Ведь сами ряды уже и так тщательно перерыты ранее в процессе уборки урожая. Для правильного севооборота мы выращиваем картофель каждый год на новом месте. Поэтому осенью перед скапыванием участка тщательно продумываем план посадок на будущий год. От планирования зависит, какие удобрения мы будем вносить под перекопку и будем ли их вносить вообще. Например, под морковь вносить органику нежелательно, иначе вырастет кривая.
Друзья, если наш ролик оказался для вас полезным, делитесь им со своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тем самым вы выразите благодарность авторам и вдохновите на создание новых роликов. Всем больших урожаев! С вами были Евгений и Татьяна Гордеевы.